Путин наносит удар по имуществу Януковича в Украине, Зеленский называет условия, при котором Москва может победить, а в Узбекистане объявили войну чиновникам. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ответ для США. Европа делает резкое заявление для нового президента Америки через неделю после его инаугурации. Что произошло? В Украине считают Лукашенко нелегитимным и не признают выборы, а Зеленский делает новое заявление об опасности для страны. Администрацию Байдена обвинили в попытках убить Путина. О каком покушении идет речь? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Путин нанес удар по наследству своего друга Януковича. Произошло это во время очередной дроновой атаки по Украине. РФ запустила 100 ударных дронов «Шахед». 28 из них были локационно потеряны. 2 полетели в направлении России и Беларуси, а 65 украинцам удалось сбить. Сбитие! Один из таких путинских дронов и уничтожил автоколлекцию Януковича, которая находилась в музее ретро-автомобилей в Киевской области. Среди экспонатов уникальные машины, которые были найдены в 2014 году после побега Януковича в Россию, в его гаражах в резиденции Межигорье, той самой, которая на десятилетия стала символом коррупции и жадности. Судя по кадрам, повреждена и уничтожена часть автомобилей, которую бережно хранили в этом музее. Конечно же, не только авто Януковича стали целью РФ. Под ударом вновь инфраструктурные объекты, жилые дома. Спецслужбам пришлось ликвидировать последствия атаки в 7 областях Украины. Ответ для Трампа. Правительство Дании увеличивает инвестиции на оборону в Арктике и Северной Атлантике на сумму в $2,1 миллиарда. Усиление военного присутствия там считают обязательным после того, как президент США вновь проявил свой интерес к Гренландии, которая считается территорией Дании. В Минобороны страны заявили, что соглашение включает финансирование 3 новых арктических военных кораблей, 2 дополнительных дальнобойных дронов и спутников для улучшения наблюдения. Кроме того, в Копенгагене записали обращение к Трампу. Это тоже сообщение, которое мы уже слышали от президента Трампа. Я могу повторить позицию нашего королевства, которая также была озвучена председателем правительства Гренландии, что Гренландия не продается. И мы хотим сохранить датское королевство до того дня, когда Гренландия примет новое решение. Я должна сказать абсолютно ясно, что подобные обсуждения – это тема, которую я предпочитаю не выносить в публичное пространство. Мы прилагаем все усилия, чтобы наладить контакт с новой администрацией в Вашингтоне, чтобы обсудить действительно важные вопросы, как совместно укреплять безопасность и стабильность в арктическом регионе. Напомню, что Трамп еще до своей инаугурации шокировал мир заявлениями. Он говорил о претензиях на земли сразу нескольких стран. Канаде предлагал стать штатом США, от Дании потребовал продать Гренландию, вел также разговоры о судьбе Панамского канала. Масштабные протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра. Милош Вучевич официально заявил об этом во вторник днем. Решение было принято после того, как на протяжении нескольких недель страну трясло из-за невероятных протестов. В отставку также уходит мэр города Нови Сад Милан Джурич. Тысячи людей, в частности студенты, вышли на улицы Сербии после трагического инцидента – обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, который унес жизни 15 человек. Люди требовали обнародовать документацию, которая касалась реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за обрушение конструкции. Кроме того, требовали, чтобы власть отпустила ранее задержанных протестующих. Перед уходом Вучевич заявил, что протесты якобы были искусственно созданы извне. Как объективно ответственные люди, мы подаем в отставку, чтобы это стало шагом к миру и снижению напряженности в обществе, чтобы успокоить страсти и найти путь к диалогу. Желаю успеха президенту Сербии в управлении государством. С этого момента до назначения нового премьера я буду находиться в техническом мандате, как и все правительство и кабинет министра. С этого момента все правительство находится в отставке.
Тревожный сигнал для США. Трамп заявил о новой опасности для Штатов, упомянув при этом китайскую разработку искусственный интеллект DeepSeek, который уже обрушил акции американских и европейских технологических компаний на $1 триллион. Причина обвала заключается в том, что инвесторы усомнились в завышенной оценке некоторых крупнейших компаний Америки. Выпуск DeepSeek китайской компании должен стать тревожным сигналом для наших отраслей. Мы должны быть сосредоточены на победе в конкурентной борьбе, потому что у нас величайшие ученые в мире. Даже китайское руководство говорило мне об этом. Это очень необычно услышать о DeepSeek, узнать, что кто-то придумал что-то новое. Мы всегда придумываем идеи первыми, поэтому я бы сказал, что это позитивный момент, который может стать важным достижением. Вместо того, чтобы тратить миллиарды и миллиарды, можно будет тратить меньше, и, надеюсь, прийти к такому же решению. Прорыв китайской компании в сфере искусственного интеллекта DeepSeek поставил под угрозу доминирование США в технологической отрасли, сообщает CNN. Бесплатный китайский чат-бот возглавил рейтинги приложений Apple, бросив вызов более дорогим конкурентам, в частности американским. Стоит отметить, что DeepSeek подвергает запросы цензуре, игнорируя темы о протестах и правах человека. Тем не менее, китайцев все устраивает. Они очень гордятся разработкой, которая ударила по технорынку США. Я горжусь этим, потому что у нас, как у граждан Китая, есть исследования и разработки в области искусственного интеллекта, которые стали мировой сенсацией. И я чувствую, во-первых, особую гордость за это. Во-вторых, по сравнению с Meta и OpenAI, который является основным программным обеспечением для ИИ в мире, иметь такие исследования и разработки — это очень круто. Украинцев и ресурсы страны необходимо как можно скорее мобилизовать для того, чтобы завершить войну. Об этом заявил Зеленский. Он также рассказал, при каких условиях Путин может победить в этой войне. Військовий стан, він передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, і виклик цієї війни, і чому її потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться, Путін нас вб'є всіх. Просто вб'є. Всіх. Абсолютно так і буде. Хто не зможе побігти за кордон, але точно все зруйнує. А хто буде не погоджуватись, вони нас вб'ють. Американский пропагандист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке убить Путина. Такое громкое заявление было озвучено Карлсоном в проброс во время подкаста с журналистом и писателем Мэттом Тейби. В своей речи Такер говорил, что США удивляли своими решениями в последние месяцы правления Байдена, обвинял ряд высокопоставленных чиновников в преступлениях во время их службы, а к попытке убийства Путина, то ли физической, то ли политической, был причастен даже Энтони Блинкен, бывший госсекретарь США, уверяет пропагандист, который брал интервью у Путина. Это навело меня на размышления о периоде между выборами и инаугурацией. Думаю, это одна из причин, почему Энтони Блинкен так упорно добивался настоящей войны, пытаясь, например, убить Путина, что администрация Байдена действительно пыталась сделать. Да, это так, что само по себе безумие, потому что тогда возникает вопрос, кто возьмет под контроль Россию, и что будет с ядерным арсеналом в такой сложной стране, которую даже посторонним трудно понять. Это же просто безумие. Почему они это делали? Хаос служит прикрытием для них. Я не знаю точно, но наблюдая за их действиями, это выглядит так. Зачем еще это делать? Это похоже на то, как когда эвакуируют посольство в Сайгоне и сжигают все документы. Но в цифровую эпоху документы не так просто уничтожить, поэтому, возможно, нужна война, чтобы скрыть следы или отвлечь внимание публики. Отмечу, что последний раз о покушении на Путина в прессе говорили лишь в июле 2024 года. Тогда в интервью украинскому изданию «Новое время»
Глава разведки Украины заявил, что покушения на Путина действительно были, но они не увенчались успехом. Песков отреагировал словами, что Путин защищен от угроз со стороны Киева. Кроме того, в Москве говорили, что Путина пытались убить украинские дроны еще и в мае 2023 года. Тогда по одному из зданий Кремля ударили беспилотники. До этой поры неясно, кому они принадлежали и как смогли долететь до центра российской столицы. Тем не менее, в РФ тогда заявили, что это спланированная террористическая акция и покушение. Политические репрессии в Беларуси лишили избирателей альтернативного выбора, а сами выборы президента стали политическим шоу одного человека. Украина не признала выборы в Беларуси, а Лукашенко легитимным. На официальном сайте МИД страны говорится, что результат этих так называемых выборов был известен с начала электоральной кампании. У Зеленского заявили, что это действо не может считаться честным, прозрачным и демократическим. Кроме того, Киев полностью согласен с позицией ЕС и выражает поддержку белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в республике, ее независимость и сохранение национального достоинства и самобытности. Выборы, которые проводятся в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, подавления свободы слова и отсутствия независимых от власти СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс. Несмотря на заявления Украины, ЕС и США, Лукашенко считает себя легитимным. Накануне Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила о его победе и нарисовала результат – 86,82% голосов. Узбекистан объявил войну чиновникам, которые совершают преступления. За минувший год ущерб от действий таких правонарушителей вырос до 3,5 триллионов сумов. Это более 270 миллионов долларов США. 4900 должностных лиц в Узбекистане были даже привлечены к уголовной ответственности. Это довольно высокий показатель и превышает данные за 2023 год на 37%. Такую статистику приводит Генпрокуратура страны. Приговоры уже были вынесены практически всем нарушителям. Итак, должностным лицам пришлось отвечать за хищение имущества путем присвоения и растраты, получение взятки и дачу взятки, мошенничество, злоупотребление служебным положением, должностной подлог, халатность, превышение власти и должностных полномочий и других преступлений. Подписчики из Узбекистана и не только, а как часто вы сталкиваетесь с такими преступлениями должностных лиц в ваших странах? И как считаете, стоит ли таким преступникам и дальше занимать свои должности? Каким должно быть наказание помимо штрафов и конфискации? Пишите в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.